Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня в данном видео я хочу вам показать свою новую работу, которую я недавно выполнила, а также хочу более подробно рассказать о пряже, с которой я выполняла именно эту кофточку. Итак, к сожалению, у меня нет возможности показать кофточку именно в полный рост, поэтому я вам покажу фото, как она выглядит. И кто давно уже со мной на канале, тот, наверное, обратит внимание, что у меня на эту кофточку подготовлен очень подробный видео МК в двух частях. То есть единственное, что кофточку я выполняла в другой расцветочке, фото я вам покажу, поэтому если вам понравится вот именно эта модель, вы также можете ее при желании себе связать, так как я уже сказала, на эту работу подготовлено подробное видео МК. Ссылки на две части в Яндекс.Дзен я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, теперь более подробно о данной модели. Выполнена она, эта кофточка, полностью спицами. Совсем немножко буквально обвязана здесь крючочком по краю и по низу кофточки обвязана крючком. Выполняла я эту кофточку, вязала сверху вниз, при этом у меня вывязан небольшой росток, то есть если вы обратите внимание, спинка она у меня чуть выше, чем передняя часть. Спереди идет вот такая вот застежечка, но опять же при желании, например, если вам не очень удобно, вы можете здесь сделать небольшую петельку и красивую пришить пуговку, и будет также очень даже хорошо смотреться. Ажурный рукавчик у меня идет по рукаву, также небольшой ажур у меня идет по верхней части кофточки, и также у меня ажур идет вот по нижней части этой кофточки. По бокам разрезики, что очень удобно, на мой взгляд, именно в процессе носки. И центральная часть кофточки, она у меня связана просто обычной чулочной гладью, потому что, как я уже не один раз говорю в своих видео МК, я люблю практичные вещи и не очень люблю, когда по линии груди идет очень сильный ажур, так как это подразумевает, что под низ необходимо будет что-то поддевать под эту кофточку. Также, что я хотела бы сказать, что по бокам у нее нет швов, то есть вязала я по кругу эту кофточку, поэтому при выборе пряжи, когда вы будете выбирать, например, захотите связать эту модель, обязательно, конечно же, нужно обратить внимание, чтобы пряжа не косила, так как вы будете вязать по кругу. Ну, а если мало ли вдруг вам даже очень сильно понравится кофточка, но пряжа в процессе вязки косит, то в принципе нет абсолютно никаких проблем. Для этого достаточно просто будет, например, вперед и спинку связать по отдельности и сделать небольшие швы по бокам. То есть такой вариант, он в принципе тоже возможен. Выполняла я эту кофточку примерно на размер 50-52. Более точные размеры вот здесь вот по линии груди у меня 48 сантиметров ширина кофточки, но опять же, как любое трикотажное полотно, связанное спицами, полотно очень хорошо тянется, поэтому я так думаю, что по фигуре кофточка будет сидеть хорошо. Длина кофточки около 65 сантиметров, и длина рукава именно от линии горловины и до низа она где-то 34 сантиметра. То есть вот такой вот вариант кофточки у меня получился. Ну, а теперь более подробно, с какой пряжей я работала. Работала я с пряжей Cotton Gold Fine Baby. Это сравнительно новая пряжа. Она недавно появилась у производителя. Производитель это у нас фирма Alize, достаточно распространенная турецкая фирма. Эта пряжа относится к летнему виду пряжи, также прекрасно подойдет для маленьких детей, потому что вы видите, здесь написано baby. То есть действительно очень-очень мягенькая, приятная пряжа, полухлопок. Значит, у нее в составе идет 55% это хлопок и 45% акрил.
100-граммовые моточки 470 метров. То есть метраж очень-очень даже, я бы так сказала, экономичный. То есть вот на эту кофточку, которую я вам сегодня показываю, о которой рассказываю в том числе, у меня ушло где-то 2,5 мотка. То есть, в принципе, как вы видите, расход небольшой. Значит, именно этот цвет, если мало ли вдруг вам он понравится, такой фисташковый приятный цвет, это номер цвета 485. Как я уже сказала, вязала я эту кофточку спицами, и спицы взяла номер 3. Вязала по кругу. Значит, что я хочу сказать именно о данной пряже, мои впечатления о ней. Пряжа очень даже мне понравилась. Как я уже сказала, она новая пряжа и относится к достаточно широкой линии пряжи. Это у нас Cotton Gold. Это уже давно эта пряжа выпускается. Я думаю, что очень многие с этой пряжей работали. То есть у нас вот есть Cotton Gold. Это более такая толстенькая пряжа. Просто в однотонном цвете есть Cotton Gold батик, то есть батиковая расцветочка. Сравнительно недавно также появилась новая линейка, это Cotton Gold Fine, то есть это очень тоненькая пряжа, 660 метров на крючочек, она хорошо подходит. И вот новую пряжу выпустил данный производитель, это, как я уже сказала, Cotton Gold Fine Baby. Толщина нити, я бы так сказала, очень универсальная, так как ее можно вязать как на спицах, то есть вот именно эту кофточку, вот вы видите, так полотно хорошее получается с нее связано. Также можно вязать именно с этой пряжей и крючком, то есть сейчас я вяжу кардиган вот именно этой пряжей крючочком, то есть она также очень даже хорошо подходит, эта пряжа, для вязания крючком. Пряжа очень-очень мягенькая, но в то же самое время я бы так сказала, что она не холодит, эта пряжа, поэтому вариант выполнения вот именно с этой пряжей, он замечательно подойдет, если, например, такое немножко прохладное лето, то есть не очень жаркое, потому что сразу хочу сказать, что если вы планируете вязать кофточку, например, и в ней ходить при очень-очень теплой погоде, там около 30 градусов, 25, то я так думаю, что с этой пряжи будет немножко жарковато, потому что полотно получается, несмотря на то, что ниточка тоненькая, но полотно такое достаточно плотненькое получается. Поэтому я бы так сказала, что это замечательный, идеальный вариант пряжи, вот именно выполнять на какие-то кофточки, кардиганчики при такой средней температуре. То есть на жару я не рекомендую эту пряжу. Также, как уже тут написано, так как это относится пряжа к детской линейке, то замечательно подойдет для вязания каких-либо детских вещей. Именно можно рассматривать и кофточки, и комбезики какие-то. Я так думаю, что и тоненький, и легкий пледик можно связать. То есть, конечно, детям эта пряжа будет, она замечательна. Что касается стирки, я всегда стираю вещи ручной работы только вручную. В стиральной машинке я не стираю. Именно этот цвет в процессе стирки у меня немного окрасил воду, совсем немножко, но тем не менее, если мало ли вдруг кто-то решит работать с этой пряжей и при этом решит соединить пряжу контрастного цвета, то я все-таки рекомендую перед работой проверить эту пряжу на степень линьки, чтобы так не получилось, что вы свяжете полотно и вдруг оно потом у вас в процессе стирки залиняет. Поэтому лучше связать образец и проверить, чтобы этой ситуации не было. То жалко будет свое время и свою работу, потому что у меня вот вроде бы не темный цвет, но все-таки немножко, но воду окрасил в процессе стирки. Но в то же самое время хочу сказать, что кофточка не вытянулась, не сдеформировалась, очень даже себя хорошо, замечательно повела после стирки, поэтому в целом я очень и очень довольна этой новой линейкой. Я так думаю, что вам тоже эта пряжа понравится, но это, конечно же, нужно пробовать. Еще раз напоминаю, расход на данную кофточку у меня ушло где-то 2,5 моточка. Поэтому, если вы вдруг даже решите чуть-чуть сделать побольше эту кофточку, 3 мотков вам вполне хватит. Спицы номер 3.
Если вы захотите выполнить вот такую для себя кофточку в летнем варианте, опять же, как вариант, можно удлинить длину рукава, то ссылки на видео МК я вам обязательно оставлю в описании к данному видео. Надеюсь, что данное видео было для вас интересным, полезным. Кому понравилось видео, ставим лайк. Делимся данным видео со своими друзьями, вдруг кто-то у вас также любит, умеет заниматься рукоделием. Итак, до новых встреч!